Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы вновь поиграем с големом, и у нас будет очень важная миссия. Нам нужно сделать 5 побед и покорить сезонную арену 2. Появился у нас в игре вот такой вот новый режим, он доступен всем, кто взял уже 14 тысяч кубков. Нужно пройти 2 арены по 500 трофеев. Короче, 1000 кубков нужно здесь набрать, и мы будем играть с нашим любимым големом. Но у нас такая новая, мега дешевая вариация, экспериментальная, с эволюцией ведьмы, с гоблинами-героями, с героем-мегамедионом и с летучкой. Спорная, конечно, позиция, можно взять костяных дракончиков, но я решил сегодня поиграть с летучкой. Поехали! Итак, залетаем мы в первую каточку. В предыдущем ролике я снял про Хога 2.6, и там у нас был такой небольшой челлендж. Я просил в комментариях вас написать, сколько за видос наш герой суммарно потеряет вышек. Так вот, наш герой в предыдущем ролике с Хогом 2.6 0 вышек потерял. Вы представляете, какой был прикол? Ну и как обещал, зритель, который написал правильный ответ, попадает к нам в ролик. Ну а сегодня у нас будет новая загадка, немножко сложнее. Я хочу продолжить традицию. И напишите в комментариях, вот посчитайте, сколько за этот видос я суммарно снесу вышек. Не потеряю, а именно сколько снесу вашим соперникам. Я думаю, что цифра будет двузначной. Кто первый напишет правильный ответ, попадет в следующий ролик. Все предельно ясно. Ну, пока что так вот по-скромненькому. Ну, возможно, дальше будем или награду увеличивать, или какие-то новые задачи придумывать. Ну, пока что просто хочется вот такой вот хотя бы маленький челлендж придумать. Так, неприятный у нас соперник попадается в первом поединке. Я не знаю, что тут комментировать, но соперник очень такой дерзкий, неприятный. Голема, к сожалению, тут не получается поставить, поэтому поехали. Будем с мини-пекой пушить. Сейчас нужна срочно лоза. Так, лоза, успеваем. У соперника проблемки, но он все-таки воткнул своего монаха. Кстати, если бы у нас был бы герой мини-пека, то, скорее всего, бы я сейчас его прожал бы и снес ему полвышки. У нас, к сожалению, обычная мини-пека, ну да ладно. И, кстати, я очень сильно удивлен, что, оказывается, мой ролик про голема набрал существенно больше просмотров, чем ролик про Хога 2.6. Хотя я думал, что Хога 2.6 я обожаю, тем более, что там игрок занимал 8 место в мире. Мега классный геймплей, но он набрал намного меньше просмотров, чем мои каточки с големом. Ладно, бывает, я понял. Оказывается, голем вам интереснее, Хога 2.6. Так, давайте скидываем лозу. И вот зачем нам нужна летучка. Смотрите, вот зачем нам нужна летучка, чтобы проходить такие здания. И по летучке очень сложно попасть, что и доказал наш соперник. Он тупо промахнулся фаерболом по летучке. Летучка, блин, реально такая вот неловимая. Очень много кто по ней промахивается. При том, что не сказать, что соперники какие-то тупые, но реально по летучке бывает сложно попасть. Так, подкидываем еще одну летучку. Ну все, летучка, ребята, зарешала. Первая победа у нас. Так что считайте, первую вышку снес, но дальше вам подсказывать не буду. Так, трешки не будет, но одну башню мы сопернику снесли. Отлично. Друзья, если вам нужен пас-рояль, новый герой Темный Принц или герой Вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Так, друзья, продолжаем дальше. Ну и, кстати, что интересно, в этом режиме очень такой интересный момент есть. Это то, что нам нужно 2 колоды иметь. Сейчас мы на сезонной арене 1, и мы играем с големом, допустим. Если я поднимусь до сезонной арены 2, нам нужна другая дека. Вот все эти 8 карт уже будут недоступны на арене 2. Понимаете, в чем прикол? И придется мне с Мортирой дальше играть. Ну, не знаю, честно говоря, такое сомнительное нововведение. Я с Мортирой намного хуже, чем с големом играю. Ладно, поехали. Будем проблемы решать по мере поступления. Для начала нам надо сезонную арену 2 взять.
Я уже предпринимал попытки с другой вариацией голема, ну и немножко там подслился. Поэтому решил на вот такую деку перейти, экспериментальную, с летучкой, с ведьмой. А гоблинов, конечно, прожимаем. Лишний раз соперника напряжем. Так, потому что пришлось ему 2 эликсира тратить, а прожатие стоит 1 элик. Так что лишний раз мы его поднапрягли. Так, ну давай мегаминдиончик, наверное, и напрыгни, что у нас все равно эликсира полно. Так, мегаминдиончик хотя бы убил одного дракончика. Я хочу голема ставить, когда у нас будет эволюция ведьм. Без эволюции ведьм я голема ставить не хочу. И не важно, там двойной эликсир, одиночный. Просто эволюцию ведьмы дождусь и будем ставить нашего голема. Вы видели, как в прошлом поединке зарешала летучка? И она может очень сильно помочь проходить здание. Вот этот соперник, кстати, попал. В отличие от предыдущего, он попал своим фаерболом. Так, у него клетка гоблинская. Это не очень хорошо, потому что в следующий раз у него будет клетка на эволюции. Вы понимаете? А без молнии клетку на эволюции пройти, возможно, будет проблематично. Ладно, ставим голема. А, это, кстати, гончая. Я вообще даже не понимал, что это будет гончая. Просто играл. Да я сильно не обращаю внимания на колоды соперников. Играю себе. Это гончая у нас оказалась. Ну, скорее всего, до клетки он вряд ли прокрутится. Так, ведьма. Надеюсь, дракончика убьешь. Императрица тут неприятная. Но ведьму уже не спасти. Императрица — это та же летучка. Смотрите, встреча двух летучек. Но это фактически близнецы. Что летучка, что императрица. Только летучка стоит 4, а императрица стоит 6. Ну, а так это полнейшие близнецы, ребята. Ну, по сути, да. То есть у них похожий функционал. Так, ну кабанчика мы даже, наверное, чуть пропустим. Я не знаю, что... Ой, а куда ты фаербол скидываешь? Блин, ну это дичь полная. На полудохлого варвара скидывать фаербол, ну это реально какая-то дичь. Ну ладно, мне-то лучше. Но, блин, у него сейчас будет клетка на эволюции, ребят. Он, кстати, фаербол потратил, надо летучку подкидывать. Давайте тут скинем лозу. Надо пройти побыстрее его плен. Голем вылазит из плена. Так. Ну, мини-пека тыч. Все, есть, ребята, вторая победа. Я не знаю, я бы не сказал, что прям летучка здесь зарешала, но ведьма точно решает. Вот я не знаю. Все-таки, блин, ведьма классно решает. Она недооцененная, но решает. Так. Сейчас как-то ведьма вышла из меты. Обычная. Но я с ней решил поиграть. Так, друзья. Неплохо мы пока что идем. Забираем награду. В принципе, мне уже карты особо не нужны. Я уже могу сделать фулловый аккаунт. Не хочу хвастаться, но у меня там уже более 90 карт фулловых. И, в принципе, хватает джокеров. Я полностью могу уже сделать, короче говоря, фулловый аккаунт. Вот мне тупо остается только золото. Так что все, никакие карты мне не нужны. Мне нужно только золото. Ну, поехали дальше. Не хочу болтать. У нас еще впереди очень много дел, очень много работы. Я очень не выспавшийся. И плюс уже этот ролик записываю часа 2, потому что первые их несколько попыток были мега неудачные. Я там сливался, поэтому делаю, наверное, дубль 3. Так, у него тоже летучка, успевает он ее воткнуть неожиданно. Я не знаю. Ага. Теперь знаю, я хотел голема ставить. Так, это рекруты. Это, я знаю точно. Невозможное возможно. Я знаю точно, это рекруты. С клеткой опять гоблинской, скорее всего. Давайте голема ставим. Мне кажется, у нас есть преимущество по эликсиру. Так, давайте ставим голема. Да, он, конечно, неплохо тут придумал. Вышку мы ему отдаем. Но мега-миньон сейчас в атаку подключится. Вышку мы тут никак не спасем. Там, я не знаю, да и не надо пытаться ее спасать. Все, просто подкидываем ведьм. И сейчас мега-миньон напрыгнет на летучку. Смотрите, как сейчас мега-миньон зарешает. Ну ты красавчик. Мега-миньон. В принципе, размен по сторонам
обычная, хорошая практика для голема. Это самое оно. Сейчас надо еще летучку подкинуть. Валькирия, скорее всего, тут пойдет. Может, первая трешка? По-моему, трешек у нас сегодня не было. А вот это первая трешка. Вы считаете, сколько я корон за ролик снес? Я, честно говоря, не считаю. Но уже немало снес. Так, ребята, давайте посмотрим, сколько нам побед остается. Пока что все идет гладко. Ну, короче говоря, еще 2 победы надо. И вот смотрите, сейчас мы откроем этот сундук за 2 звезды, если выиграем. А после я хочу еще взять 25 кубков поверх сезонной арены 2 и откроем сундук на 3 звезды. И скорее всего, когда мы дойдем до этой новой арены, скорее всего, у нас внешний вид арены поменяется, я так предполагаю. А может и нет. Ну, хотелось бы, чтобы внешний вид поменялся. Поехали. Еще 2 победы надо сделать. Я не знаю, чем все закончится, сделаю я их или нет, но не хотелось бы что-то обрезать, не хотелось бы, чтобы опять этот ролик не вышел. Так, у него клетка гоблинская. Гоблины, оживайте. Ну, смотрите, как летучка отрабатывает. А я с летучкой очень давно любил играть. Я очень любил вариации голема с летучкой. Ну, хотя многие меня критиковали, типа, летучка это дрянь, куда ты ее берешь? А между прочим, когда я впервые взял 4000 кубков в 2017 или 2018 году, я тогда играл големом с летучкой. Что? Летучка ван лав, ребят. Так, какой-то бур у него дохлый, я не понимаю, зачем он этот бур поставил, который за секунду сдох. Объясните мне, что это был за бур такой глупый? А вот лоза умная, смотрите, какая умная у нас лоза. Ну и походу это минус вышка. Походу это минус вышка. Вот даже я молнию убрал из колоды, потому что в одно время я полностью перешел на молнию, возвращаюсь к лозе, и как будто бы с лозой даже лучше, чем с молнией, не знаю. Это очень такая жесткая колода, очень быстрая. Я не знаю, будет ли трешка или нет. Нет, к сожалению, трешки нет. Но если бы я сейчас сделал трешку, то, наверное, бы уже было бы 10-значное число по снесенным вышкам сегодня, я не знаю. Вот, скорее всего, если я сейчас его снесу на трешку, то уже минимум 10 корон сегодня будет. А может и не будет. Вы считаете, опять же, вы считаете. Я знаю, что очень мало кто до конца ролика досматривает. Там обычно люди смотрят по 10 минут в лучшем случае. Так что придется вам попотеть, если хотите ко мне в следующий видос попасть. Так, идем на трешку. Хотелось бы очень трешку. Хотелось бы, но не факт, что она будет. Ну, нам самое главное выиграть. Самое главное выиграть. Будет трешка, не будет трешка, это уже вторичное. Так, надо его мега-рыцаря такой, очень тут неприятный мега-рыцарь. Хорошо, что мега-рыцаря ухудшили, эволюцию мега-рыцаря. Если бы ее не ухудшали, то нам было бы посложнее. Смотрите, ведьма очень хорошо с буром справляется. Молодец. Давайте тут еще скинем лозу. Это уже такая паническая лоза. Да не, ну трешки тут, к сожалению, не будет. Ну никак я его не могу на трешку снести. Он просто уперся, не дает. И сам не дам, и людям не дам, как говорится. Ну не отыграешься ты. Ну что ты, блин, трешку не даешь людям сделать? Ну ладно, ладно, выиграли ребята. И нам, походу, 1 победа остается. Вот это да. 4 победы подряд у нас, насколько я знаю. 1 победа остается до новой арены. Давайте забираем. Ой, ладно, поехали. Все, не надо никакие паузы. Блин. Я раньше так всегда нервничал, когда 1 победа до нового рекорда, до новой арены оставалась. Я раньше настолько, блин, нервничал, мандраж был просто ужасный. Сейчас мне спокойно. Ну, выиграю, не выиграю. Смотрите, пропустил он летучку, минус 1100 хп. Летучку пропускать, это себе дороже. Сейчас еще с гоблинами ему придется повозиться. Так, гоблинов мы прожмем, опять тратить эликсир. Мы 1 каплю эликсира потратили. А он вынужден целого рыцаря тратить. Угу.
Так, это какой-то спелбейт, но я не пойму, что это за спелбейт. У него... А что это за спелбейт? С мушкетером, с разрядом. Такое себе. А, и еще и стражи у него. Но это просто какая-то дичь, а не спелбейт. Хотелось, кстати, мне записать видос про топового спелбейтера. Я очень давно не записывал видосы про классные спелбейты, сильные. Я сам в спелбейте не силен. Вот если вы классно играете спелбейтом, или ваши друзья классно играют, пишите мне. Пишите мне в Телеграм, сниму про вас ролик. Так, успела летучка, молодец. Летучка зарешала. Ну, немножко я авантюрно тут голема поставил, но тем не менее летучка нас спасла. Так, нужна нам ведьма. Вот это неприятно. Ну какая в жопу пека? Вот скажите мне, какая в жопу пека? Ну, ребята. Спелбейт с пекой, блин, что за бред? Лоза. Хорошо, что у нас есть лоза. С молнией мы бы эту бочку бы никак не законтрили. Так. Выпустил он свою эволюцию принцесски, а смысл? На 1 секунду она появилась, сразу сдохла. Я, кстати, боялся, что у него ракета есть, но походу ракеты у него нету. Ну ладно. Будем еще раз ставить голема. Ну сложно будет его продавливать. Конечно, сложно. Продавить пеку непросто, особенно если у нас молнии нет в колоде. Так, лоза. Ну что, летучка? Да, мушкетера он так неприятненько поставил своего. Мушкетер сейчас на другую сторону пойдет. Так, мушкетера, наверное, я пропущу. Лучше поставим голема. Ставим голема. Сейчас хорошая у нас атака намечается. Мегаминдион должен прыгнуть. Давай, Мегаминдион. Голем проходит. Так. Пускает он эволюцию принцесски. Говорили, что эволюция принцесски классно контрит пуши с големом. Соврали, ни хрена она не законтрила. Все, есть победа, есть сезонная арена. Блин, я столько мучился. А сейчас, блин, все, 5 побед подряд. Одним дублем, ни хрена не вырезал. Ура, ура, ура. Достигнута новая арена. Но мы еще сыграем на новой арене, как минимум. Я хочу просто выиграть. И хочу вот этот сундучок забрать. И еще я хочу посмотреть, вот что изменится. Изменится ли внешний вид арены. Вот мне что интересно. Давайте тут по-быстренькому, я не знаю, есть ли тут награды интересные. Посмотрим. Так. Походу тут наград у нас никаких интересных нету. Так, ну разве что сундучки на 2 звезды, на 3 звезды. Не, ну я рад, ребята. Я рад. Как-то очень легко все получилось. Взял вот такую вот вариацию и пошло дело. Смотрите, еще раз показываю. А, кстати, все, я не могу с этой колодой играть. При том, что я 5 картами не могу играть. Вот просто с ведьмой, летучкой и лозой я очень мало поединков провел. Так что они еще разрешаются. До этого тут стояла молния, стоял электродракон. Все. Вот, ребята. Не, ну это прикол. Придется с мортирой играть, блин. С мортирой придется играть. Вы что, издеваетесь? Я сейчас солью. Ну, поехали, попробуем. Но я думаю, что солью. Как можно перестроиться морально и физически с голема на мортиру? Вы что, с дуба рухнули? Как вот так вот перестроиться за 2 минуты? Не, ну это реально что-то такое. Смотрите, кстати, Хок сделал 0 тыча. Классно, мы его сейчас заблокировали. Вышибала со скелетиками заблокировали Хока. Но это не Хок 2.6, кстати. Это какая-то колода другая. Это колода с гоблином-подрывником. Не знаю. Странная авторская дека. Я даже пока что не могу предположить, что это за колода. Кстати, в этой мортире одна замена произошла.
Появился у нас дратист. Раньше вместо дратиста была у нас варварская бочка. Теперь появился дратист. Ну, дратиста немножко усилили. Теперь у нас появился дратист. Так, разряд он потратил. Давайте закинем бочку. Блин, у него еще палач. У него еще палач. Ну, это бред какой-то. Так, ставим вышибалу. Да я вообще не собирался сегодня с мортирой играть. Что вы меня вынуждаете? Вы что, блин? Так, я не буду сейчас вышибалу прожимать. Смотрите, что дратист делает. Дратист просто красавчик. Гляньте, кто сделал дратист? Ну, я просто восхищаюсь им. Сожрал вот этого зеленого гоблина нафиг. Так, я не знаю, прокрутился ли он до палача. Не, он до палача. Палач ему не нужен, эволюция разряда зарешала. Блин, он, кстати, неплохо играет. Он неплохо играет. Он там делал такие некоторые мувы мастерские. Я не знаю, так, что у него там по заклинаниям. Может, у него землетрясение? Или нету землетрясения? Ну, мортиру мы пока что неплохо в этом поединке ставим. Поехали. Блин, ну палач, конечно, очень мне сильно мешает, ребята. Палач очень сильно все руинит. А, у него еще... Вот что у него еще есть, правда. Я понял, у него еще главное бандитка, ребята. А к такому меня жизнь не готовила. Не знаю, может мортиру на защиту ставить? Может тупо на защиту ставить мортиру? Сейчас ситуация очень для нас какая-то плохая пошла. Так, давайте скелетиков подкидаем. Гоблины, гоблины, выручайте. Хорошо. Блин, ну я играю на полную катушку, ребята. Сейчас еще раз мортиру на защиту ставим. Неудачно. Да, я ошибся. Ну ладно, ладно, одну тычку сделал или две даже. Так, прожимаем вышибалу. Ситуация неприятная, я не знаю. Мы проигрываем. Я не знаю, как тут камбэчить, серьезно говорю. Сейчас Хоп побежит. Хоп побежал. И он тут еще лозу свою кидает, блин. Проблема. Вот что. Так, надо дратиста на центр. Вышибала, делай хотя бы тычку повыше. Так, ставим мортиру в атаку, нам надо рисковать. Ситуация ужасная. Так. Тут бочку закидываем. Тут дратиста. Мортира на защиту. Дратиста. Палача убить. Так, нельзя тычки от Хога. А ни в коем случае нельзя тычки от Хога. Так, прожимаем. Так, мортиру я успел сунуть. Да я не знаю даже, что комментировать. Это просто, ребята, какая-то жесть. Но мы выиграли. Блин, ну это жесть, нафига это мне эта мортира? Я, блин, так не хотел с ней играть. Я так намучился, но я выиграл, блин. Вот попробуйте сами, сразу после голема на мортиру пересесть. И, кстати, друзья, вот я говорил, посчитайте, вот сколько вышек я снесу с големом. Поэтому эта каточка не учитывается, вот. Вы считаете именно сколько с големом я вышек снес. Эта каточка не учитывается, потому что это мортира. Так, и кстати, арена ж не изменилась, насколько я заметил. Внешний вид арены вообще не изменился. Давайте заберем награду.
Такая у нас награда, в принципе, не очень. Ну и смотрите, что я хочу сделать в конце ролика. Гулять так гулять. Все-таки добились мы своей цели. Смотрите, у меня просто дофигища вот самоцветов. 201 тысяча. И они мне нафиг не нужны. Поэтому смотрите, мы идем в магазин и сейчас просто скупим все эмодзи. Вот просто все эмодзи покупаем. По-моему, ровно 200 тысяч хватает. Все, поехали. Гулять так гулять. Покупаем. Все, на богатом. Сейчас мы купим, друзья, все эмодзи. Так, миньона купили. Покупаем теперь огненную лучницу. Все, купили. Покупаем магического лучника. Купили. Ну, блин. Мы просто крутые. Мега миньона покупаем. Купили. Ледяного голема покупаем. Купили. Колдуна. Да, пожалуйста, пожалуйста. Все, нам хватает. Причем ровно хватает. Все, мы весь магазин, короче, скупили. Нужно срочно разработчикам новые эмодзи завозить. Все, мы весь магазин скупили, все самоцветы потратили. Все, магазин пустой, продано. До свидания. Ну и, кстати, смотрите у нас какие... Я уже до этого купил вот такой вот крутой эмодзи. Это самый дорогой, за 50 тысяч был. И купил вот такую вот мини-пеку. Короче говоря, полная коллекция у нас эмодзи. Просто красота. Ну и заодно покорили сезонную арену 2. Спасибо, друзья, за просмотр. Всем пока, удачи. Играйте с мортирой. Ну, наверное, лучше с големом. Все-таки голем я больше люблю. Все. Ждите следующих роликов.